Азиатская живопись. Сегодня будем рисовать такой классический азиатский вариант на рисовой бумаге черной тушью. Мы уже с вами рисовали лотосы, но достаточно такую большую цветную композицию с белыми лотосами, и ссылка на этот урок будет в конце этого видео. Также мы будем использовать сегодня минеральные краски для некоторых эффектов экспрессии. Итак, приступаем. Начинаем рисовать с листьев лотоса. Они не менее прекрасны, чем и сами цветы. Иногда даже, мне кажется, они перебивают цветы собой. Итак, что нам понадобится? Можно работать средней кистью, как я это делаю. Мне так больше нравится, потому что я могу создать более такой фрагментарный объект, деля его сразу по фрагментам. Для этого я набираю на кисть с достаточным количеством влаги, но не с избытком. Сначала чернила средние, то есть не самые яркие, черные концентрированные, а средние, разведенные водой. Но затем я уже для следующего фрагмента листа буду набирать более активные чернила. В начале мазка я ставлю кисть боком, ребром и прижимаю ее целиком от кончика до самой пяточки. И делаю такой легкий мазок в конце с отрывом кисти. Как вы видите, за счет того, что вначале я достаточно сильно прижимаю кисть, большая часть краски впитывается в бумагу в первой половине мазка. И дальше кисть оставляет уже очень такие красивые пробелы. То есть вы видите вот эти такие белые пустоты, что, собственно говоря, называется эффект сухой кисти. Но все это происходит в один мазок, благодаря свойствам рисовой бумаги и туши как таковой. Для того, чтобы нарисовать загнутую часть листа лотоса, я использую более активные черные, такие насыщенные чернила, тушь. И метод тот же самый, только делаю мазок более закругленным к той самой части листа, которая является сгибом. Теперь, чтобы нарисовать стебель лотоса, я немного приплющиваю кисть пальцами, чтобы сделать ее ровной, и выполняю просто мазок в виде линии, но серыми чернилами, чтобы не сильно темным был стебель. Второй лист лотоса я рисую теми же мазками, прежде описанными когда мы рисовали первый лист. Просто я уже меняю его ракурс. Листья лотоса могут быть достаточно сильные и в разные стороны раскорячены за счет того, что их бьет дождем и мотает ветром и так далее. Лучше всего использовать себе какой-то референс в виде фотографии, которых в избытке хватает в интернете. Вот. И опять рисуем загнутую часть. Мазки все те же самые, просто немного их закругляем, чтобы сформировать такое что-то вроде чашечки. И опять делаем стебель. Стебель — это линия от точки до точки. Можно выполнить ее и полусухой кистью с активными чернилами, чтобы получить такой эффект сухой кисти. Теперь переходим к цветку лотоса. Здесь уже кисточка должна работать более как карандаш. Рисуем лотос коробочкой, внутри которую видно семенная коробочка. Лепесток выполняется в двойной мазок. Сначала я немного прижимаю кончик кисти и затем провожу такую красивую дугообразную линию, чтобы сформировать лепесток. Делаю два таких мазка и формирую лепестки. Как я говорила, должно быть влаги по минимуму на кисти. Кисть должна работать как карандаш. Делаем это активными черными чернилами, тушью. И теперь нарисуем такие красивые загнутые
частью лепестка, чтобы придать ему объема. И далее все очень просто. Мы по форме самого лепестка рисуем вот такие волнистые линии, чтобы показать прожилки на лепестках лотоса. Выполняем их, собственно говоря, по форме. Не старайтесь, чтобы все было прямо супер аккуратно. Как раз если будет слегка небрежно, тем более естественно, что характерно этому виду живописи, который называется в Китае сый. Теперь мы рисуем семена в коробочке. Поскольку здесь еще все не до конца созрело, мы просто контуром это выполняем и полосочками придаем фактуру коробочки. Теперь нарисуем ту же самую коробочку, но когда уже все лепестки опали. Делаем это контуром, задаем текстуру, и здесь уже семена созрели, поэтому просто отпечаток кисти мы оставляем, и получается такое созревшее уже семя. Дорисовываем стебли. Стебли у лотоса упругие, но могут очень красиво изгибаться. Используйте эту, так сказать, его свойства и создайте красивую композицию, чтобы кое-где эти стебли пересекались. Я имею в виду стебли цветков и листьев лотоса. Не забываем, что влаги здесь должно быть не очень много на кисти, чтобы не поплыла наша полоса. А теперь тычинки. Для этого я беру более малую кисть, и в начале движения я ее немного прижимаю, оставляю точку, ее кончик, а затем провожу быструю и уверенную линию, но так, чтобы она все-таки была от толстого к тонкому. И затем добавляю еще немного тычинок, где нету вот этих их кончиков. Часто пересекайте объекты между собой, особенно вот в случае тычинок, чтобы получить больше объема. По тому же принципу мы работаем и с коробочками, где лепестки лотоса уже опали. Можно было, кстати, нарисовать какой-нибудь один оставшийся лепесток лотоса на этой коробочке, на одной из них, что было бы очень красиво. Но как-то я упустила этот момент. Добавляем, значит, тычинки, где это нужно, и переходим к прожилкам на листьях. К этому времени должны немного сами листья подсохнуть, чтобы все не поплыло, но не до конца, чтобы прожилка органично вписалась в предыдущий слой туши. Мы берем активную черную тушь. Я использую тонкую малую кисть. Вы можете работать и большой кистью, просто самым кончиком. Я боюсь, чтобы не напортачить, потому так и делаю. Мы рисуем, грубо говоря, линии, которые соответствуют той форме, по которой мы проходим. То есть они немного загнутые, дугообразные. Здесь главное выполнять принцип этой прожилки, что она идет от середины листа, который мы обозначили кругом, и затем она, можно так сказать, раздваивается. А иногда эта линия имеет и такое одно раздвоение, а потом на раздвоение еще раздвоение. И вот мы, чередуя прожилки то так, создаем такой красивый объем и, соответственно, текстуру. То же самое мы проделаем и на обратной загнутой стороне листа, но здесь немножко, опять же, тушь возьмем поярче, потому что достаточно темно, и, соответственно, они уже будут смотреть своими концами в другую сторону, так как лист, собственно говоря, вывернут именно в таком направлении. Обратите на это внимание, пожалуйста. То же самое мы повторяем и на втором листе. И не забудем про очень красивые такие пупырышки на стеблях лотоса, которые мы оставляем просто точками. Это весьма хаотично, рандомно, то большими, то маленькими. И главное, кисть должна быть достаточно влажная, чтобы точка так хорошенько расплылась, но не очень, не переборщить. И делаем это темными чернилами. Теперь добавим травы. Делаем это темными чернилами, темной тушью, активной. Кисть должна быть не сухая, не влажная, средней достаточно, не должно быть воды. Движение начинаем с кончика кисти, затем прижимаем кисть и опять приводим ее к кончику.
Рисуем траву там, где нам кажется это актуальным, чтобы дополнить композицию по смыслу, поскольку мы просто рисуем образец, тренируемся, и после чего вы сможете создавать свои очень красивые, какие вам хочется композиции. Теперь берем цвета, краски, какие нам нравятся, минеральные. Я использую изумрудный и синий-зеленый, китайский синий-зеленый. И вот так вот им делаю напрыски на направлениях, в те направления, которые раскидывается лист. И сине-зеленым таким китайским это опальный зеленый, да, если выражаться таким языком по европейской палитре, я в сухом виде кисти с краской делаю вот такие вот эффектом сухой кисти мазочки. Вы можете дополнить любым цветом любые места, какие вам больше нравятся. И это последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще вы хотите, чтобы мы нарисовали.